Здравствуйте все на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. У меня есть вот такой мешок из-под индийского риса. Я отрезала от него полосу, постирала, погладила и буду использовать для пошива тапочек шлепанцев. Почему мешковина? Так получилось, что какое-то время мне пришлось босиком потоптаться на этом мешке. И спустя время я ступила на гладкую поверхность, и надо было почувствовать. Это было такое ощущение, как после массажа. И мне тут же пришло в голову сделать себе тапочки массажные. Выкройку я сделала. Так, подошву я обрисовала со своих шлепанцев, которые сейчас ношу. А верх сделала из бумаги, положив на свод стопы бумагу, обмяла ее, вырезала по контуру. И потом я эту свою выкройку наложила на шлепанцы, которые я сейчас ношу. Они мне впору, они мне нравятся. И она почти 100% совпала с моей выкройкой. Я нарисовала на бумаге размеры. Размер 37 – это самый ходовой размер, и думаю, что многим подойдет. Итак, выкройки я перенесла на мешковину, 2 детали верха и 2 детали подошвы. Подошва в зеркальном отображении. И, девочки, мешковина оказалась очень сыпучей. Это я обнаружила в процессе стирки, стирала руками. И чтобы при раскрое у меня нитки не расползались, я развела клей ПВА, немножко добавив воды, не 1 к 1, а клей немножко больше. Это вот такой канцелярский клей ПВА. На канале у Ольги Козулиной «Жизнь прекрасна» есть видео с экспериментами, как она экспериментирует с различным клеем. Посмотрите, это интересно. Под мешковину я подложила тонкий картон, потому что мешковину я буду промачивать насквозь, чтобы она промокла. У нас сейчас жарко. Я выложу это сейчас на солнышко. У нас уже несколько дней в тени 34. Когда такое было? Ну вот пока клей сохнет, я выкроила из войлока 2 детали верха и 2 детали подошвы, а также из хлопковой ткани я выкроила 2 детали подкладочные и 2 пяточки из войлока. С пяточками будет комфортнее. Девочки, смотрите, буквально за 5 минут высохло. Я думала, придется досушивать утюгом. Нет, утюгом я просто прогладила. И вот я уже 1 деталь вырезала. Посмотрите, какой чистый край, не осыпается. Так что эксперимент удался. На войлочную заготовку я положила пяточку и стельку. Все слои я слегка смазала клеем, чтобы они не сдвигались. Ну а дальше я складываю 3 детали верха. Подкладка, прокладка из войлока и верхняя часть из мешковины. И вот эти срезы мы обрабатываем
бейкой. Бейка у меня шириной 4 сантиметра. И стараемся пришивать таким образом, чтобы слегка вот так припосаживая, придавая форму. При этом нижние слои у нас выдвигаются, и мы их срежем. Дальше берем подошву. На выкройке у нас есть вот такая метка от мысика 4 сантиметра вниз. И вот по этой линии я переношу метку на подошву. Мелочком. И прошитую бейкой верхнюю часть мы начинаем пришивать вот от этих меток. Я скрепляю. У меня вот такие прищепки от карнизов. Вот с их помощью я и скрепляю детали и прошью на машинке. Вторую половину, вторую сторону точно так же я закреплю и прошью. И вот я пришила верх к подошве и прошила по всему периметру, закрепив все слои. Затем с лицевой стороны я пришила косую бейку, затем завернула ее на нижнюю сторону и еще раз по периметру проложила шов. На низ тапочек я вырезала вот такие две детали. Это на трикотажной основе, что-то похожее на резину. Она рифленая, скользить не будет. И клеить я буду с помощью клеевого пистолета. Вот таким образом я проклею по периметру. А дальше берем полоску ткани вот с таким махровым краем, собираем на ниточку и сосбариваем. Таким образом. Розетку я украсила цветком и прикрепила к тапочку. И вот такие тапочки у нас получились. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, не забывайте, и вы будете получать уведомления о моих новых работах. Я с вами прощаюсь, до скорой встречи.